Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске, самой обсуждаемой новостью в мире фигурного катания стал переход спортивной пары в группу Этери Тутберидзе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Этери Тутберидзе после внедрения в парное катание наверняка займется и танцами на льду. Рафаэль Арутюнян признался, что не считает Этери Тутберидзе лучшим тренером России. Александр Жулин: о словах Арутюняна в адрес Тутберидзе – это зависть, ее можно назвать выдающимся тренером уже сейчас. Ринат Лайшев ответил Арутюняну: для меня Тутберидзе стоит выше, чем Мишин и Москвина, лучше Этери никого нет. Самой обсуждаемой новостью в мире фигурного катания стал переход спортивной пары Евгения Тарасова-Владимир Морозов в группу Этери Тутберидзе, которая тренировала только одиночников. Переход оформлен официально, и многочисленные эксперты приступили к обсуждению перспектив сотрудничества самого титулованного на сегодняшний день российского тренера и ее команды с фигуристами, чей потенциал так и не раскрылся до конца в последние годы. На Олимпиаде в Пхенчхане Тарасова и Морозов после серебра в командном турнире не сумели подняться на пьедестал в индивидуальных соревнованиях. Под Кристину Агилеру медали на Олимпиаде не завоевывают, прокомментировал тогда выступление лидеров российской сборной среди спортивных пар олимпийский чемпион 1984 года и тренер Олег Васильев. Не смогли двукратные чемпионы Европы и трехкратные призеры чемпионатов мира застолбить за собой лидерские позиции в российской сборной. После чемпионата мира 2019 они завершили сотрудничество с тренером Ниной Мозер, которая привела пару к самым значимым успехам в карьере. Пробовал это сделать двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, к которому обратились сами фигуристы. Пробовала Марина Зуева, тренировки у которой в США оплачивала Федерация фигурного катания на коньках России. В последний сезон из-за вирусных реалий Зуева из Америки консультировала по видеосвязи. Выйти на кардинально новый уровень у Тарасова и Морозова не получилось. Хотя они и выиграли чемпионат России, но на главном старте сезона в Стокгольме оказались ниже двух пар Тамары Москвиной и за чертой призеров. Решение о переходе в группу Тутберидзе для Евгении и Владимира не было спонтанным. Фигуристы и тренер присмотрелись друг к другу, пока Тарасова и Морозов вместе с одиночниками выступали в шоу. Они и форму поддерживали в это время, тренируясь в самбо-70. На чемпионате Европы 2014 в Будапеште журналисты еще могли запросто подойти к Тутберидзе и взять у нее интервью. До того, как уехать на заработки в США, Этери Тутберидзе успела отучиться 2,5 года в Академии физической культуры и спорта, рассказала тогда Тутберидзе. Когда вернулась в Москву, параллельно с тренерской работой завершила учебу на заочном отделении. Кроме того, окончила Московский институт современного искусства, получив диплом тренера-балетмейстера. Оба вуза дали знания, необходимые для успешной работы. Прыжкам в 3 оборота, о четверных тогда речь еще не шла, невозможно научить без знаний в области биомеханики, а без хореографического образования сложнее объяснить фигуристам суть воплощаемых на льду образов. В главном работа с одиночниками и парниками не имеет принципиальных различий. Прозвучавшим из уст Этери Георгиевны утверждением о том, что у парников не все в порядке с техникой прыжка, а их программы несколько архаичны. Хотя будет чрезвычайно интересно увидеть прыжки Тарасова и Морозова в стиле Щербаковой, а также программы, поставленные Даниилом Глейхенгаузом. К шлифовке специфических парных элементов в Тим Тутберидзе планируют привлечь того же Транькова. Согласитесь, эксперимент обещает быть интересным. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе после внедрения в парное катание наверняка займется и танцами на льду, заявил Сергей Доброскоков, тренер бронзовых призеров чемпионата Европы 2020 года в парном катании Павлюченко-Ходыкин. Если Этери, как человек творческий, хочет создать что-то интересное в другом виде, то парное катание – очень благодатная почва. Этери поможет Тарасовой и Морозову с прыжками, постановками, но естественно она не будет учить поддержкам, подкруткам и выбросам. Но свое направление дать она прекрасно может. Я приветствую это ее решение, потому что она человек ищущий. В конце концов, я думаю, что она и танцы под свое крыло возьмет.
И будет у нее школа с одиночным катанием, парным и танцами. Полагаю, что этим все и закончится, и это не за горами, сказал Доброскоков. Специалист считает, что Тутберидзе способна креативно повлиять на развитие парного катания. В одиночном катании вовсю прыгают четверные, а в парном, как правило, тройные сальхов и тулуп. Этери владеет этим материалом, у нее все девочки и мальчики исполняют сложные прыжки. Я думаю, ей хочется сделать пару со всеми тройными прыжками и каскадами 3-3, подчеркнул тренер. Возможно, и четверной выброс освоить. Конечно, в парном катании тренеры сейчас не решаются делать четверные подкрутки и выбросы из-за корректировки правил, но при этом это же спорт. Я слышал ее мнение по парному катанию и, в принципе, с ней согласен, что постановки многих пар не соответствуют духу времени. 21 век, все поменялось, надо ставить более современные программы. Хочется новых хореографических решений. Я думаю, помимо технического усложнения, Этери намерена создавать более интересные постановки для пар. Парное катание – самый гармоничный вид. Можно и акробатику, и прыжки, и хореографию, и танцы соединить в интересную композицию, добавил Доброскоков. Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян признался, что не считает Этери Тутберидзе лучшим тренером России. Кто в России сейчас номер один? В свое время для меня иконой был Станислав Алексеевич Жук. А сейчас, Татьяна Анатольевна Тарасова не работает. Сейчас для меня иконы – это Тамара Николаевна Москвина и Алексей Николаевич Мишин. Еще неплохо работает Этери со своей группой. Нормально они работают, но я не вижу там ничего такого особенного. Просто хорошая ситуация, хорошие ребята, хорошие тренеры, хороший штаб. Этери хорошо работает и хорошо руководит всем процессом, ребят хороших набирает. Но чтобы стать как Алексей Николаевич и Тамара Николаевна, еще нужно время, лет 20 где-то так. Я не хочу сказать, что там что-то плохо, нет, ни в коем случае, нормально там все. Хорошие тренеры, хорошо работают, все получается, сказал Арутюнян. Также Рафаэль Арутюнян сообщил, что российская фигуристка Александра Трусова могла перейти от Тутберидзе к нему, а не к Евгению Плющенко. Арутюняна спросили, правда ли, что отец Трусовой звонил ему по этому поводу до перехода дочери к Плющенко. Был разговор, да, сообщил Арутюнян. Александр Жулин, о словах Арутюняна в адрес Тутберидзе, это зависть. Ее можно назвать выдающимся тренером уже сейчас. Двукратный олимпийский призер в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин назвал некрасивым заявление Рафаэля Арутюняна о том, что Этери Тутберидзе пока нельзя поставить в один ряд с Тамарой Москвиной и Алексеем Мишиным. С мнением Рафаэля Арутюняна я абсолютно не согласен. Этери Георгиевна уже сейчас является выдающимся тренером, несмотря на свой молодой возраст. На мой взгляд, она уже стоит в когорте таких тренеров, как Москвина, Мишин, Тарасова и так далее. Этери Георгиевна – молодая и красивая женщина, и ей совершенно не обязательно ждать поры старения, чтобы встать в уровень упомянутых Арутюняном специалистов. У человека уже несколько олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Так что ее абсолютно спокойно можно назвать феноменальным тренером. А Рафаэлю Арутюняну, в свою очередь, нужно сказать спасибо своему ученику Нейтану Чену, что он сейчас является выдающимся тренером. Думаю, это больше похоже на какую-то зависть тренерским достижениям Тутберидзе, некрасиво, сказал Жулин. Ренат Лайшев ответил Арутюняну, для меня Тутберидзе стоит выше, чем Мишин и Москвина, лучше Этери никого нет. Генеральный директор Центра спорта и образования самбо-70 Ренат Лайшев отреагировал на слова Рафаэля Арутюняна о том, что Этери Тутберидзе пока нельзя поставить в один ряд с Тамарой Москвиной и Алексеем Мишиным. Мне нечего ему сказать, мы считаем, что Тутберидзе самый лучший тренер в мире, лучше нее никого нет. Она работает у нас, я уважаю и Москвину, и Мишина, за них говорят их результаты. Но для меня Тутберидзе стоит выше. Потому что она свой тренер, я верю, что мои тренеры самые лучшие, сказал Лайшев.